Друзья, товарищи рыбаки, подписчики и зрители, всем привет. Ну что, сегодня уже сразу же можно понять, что рыбалка будет интересной, потому что я приехал ночью, ранним утром, ну до рассвета еще у нас есть целых 2 часа. В общем, сейчас самое-самое интересное время наступило. Я сегодня в месте, в котором рыбачу, получается, речка Берть называется, да, это небольшая река, которая впадает в Обское море, и здесь, где мы ловим, она превращается уже в Бердский залив, то есть, по сути, это место, это устье этой самой реки, и здесь в первой декаде декабря, вообще, в принципе, до Нового года, весь декабрь, как правило, клюет, бывает, если ее очень хорошо найдешь, эту рыбу, крупная, большая морская сорога, плотва, то есть, если сегодня нам получится ее половить, это будет просто шикарно, надеюсь, что все сложится удачно, по вестям с водоемов здесь уже плотва была, народ ее находил, и я, в принципе, с первой же лунки тоже, вроде как попал в рыбу. Смотрите, первая же лунка, на широком луче, на 5 метрах, сразу, видите, что на дне происходит, какие подъемы. То есть это какая-то крупная рыба, которая ходит по дну. Не факт на самом деле, что плотва. Сейчас мы луч уменьшим. Посмотрим, что под лункой. На самом деле это может быть и лещ. Вот, смотрите. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Прям над дном огромный косяк рыбы. Это не одна рыба, это большая стая. Сегодня у нас на улице хоть и не холодно, но ветрено. И знаете, с утра не помешает поджечь несколько свечек. Я вообще, может быть, даже и днем буду их жечь. Потому что если будет ветер, конечно, не хочется мерзнуть мне. А так делаешь, 5 свечек поджег, и просто классно обогревает палатку. И можно в комфорте рыбачить и кайфовать, и наслаждаться этим процессом. Как я надеюсь, ловли большой и крупной плотвы. Да, хоть рыба-то есть, она ходит, естественно, очень важно ее закормить, чтобы ее, скажем так, растребушить, разактивировать. У меня сегодня очень вкусный прикорм с запахом ванили и карамели. Такой двойной микс получается. На экране можете видеть ароматизаторы, которые я добавил. Причем не пожалел я их, что прям очень сильно он у меня пах. А выглядит он таким образом. Я его переувлажнил сегодня. Так, наверное, не видно, да, друзья? Так будет видно точно. Видите, какой цвет получается прикорма. Такой, наверное, ближе, да, к коричневому. Стараюсь под цвет грунта, потому что тут песчаное дно. И такой надо цвет, собственно. А сама прикормка немножко переувлажненная, потому что где мы будем рыбачить, все-таки здесь должно, по крайней мере, быть течение. Мы практически в русле реки находимся. Не знаю, почему многие рыбаки пренебрегают этим важнейшим процессом на рыбалке, который называется прикармливание. Это зря. Это очень зря. Даже если рыба есть, ее, конечно, нужно кормить, чтобы она в лунке удерживалась, чтобы она подходила конкретно в вашу точку лова. Собственно, как я сказал ранее, чтобы ее растребушить. Глубина здесь 7 метров, кстати, мы рыбачим. Прям кормим в дно. Сегодня я, по крайней мере, начну рыбалку на донную снасть. А там уж потом в процессе, может быть, и до безмотылки дело дойдет. Может быть, до чего-то более активного тоже. А что за донная снасть? Называется она, по сути, тандем. Мормышка крупная, с таким тоненьким крючком. Это важно в ловле плотвы, чтобы крючок был тонкий, чтобы мотыль наш не вытекал, или любая другая, собственно, насадка, наживка. А выше здесь на поводке, где-то получается сантиметров 15, идет крючочек небольшой. Как делается эта снасть, можете посмотреть в подсказке сверху. Я для вас снял, друзья, подробный ролик. Да, и, кстати, тоже по поводу толщины льда. Смотрите, так как мы, видимо, в русле сидим, толщина не сильно-то и большая. Да? Я в начале ролика сказал, что от 10 до 20 сантиметров. Тут, где мы находимся, 10 сантиметров всего лишь лед. Можно видеть. Не супер толстый, но, в принципе, он уже надежный и безопасный. По нему можно спокойно перемещаться, скажем так, с головой на плечах это надо делать, естественно. Не лазить куда попало. Опа, а это что такое плавает? Видите? Какие-то сикарашечки. Кто знает, пишите в комментариях, что это такое. Смотрите, хрень какая-то. Тут, мне кажется, это каретра, по-моему, так она называется. Точно не знаю, врать не буду. Да, у меня сегодня, как всегда, много разных насадок и теста, и мормыш есть. Но все-таки самая классическая, и опарыш тоже есть. Но самая классическая это мотыль. Я опять подготовил, смотрите, какого вкусного, аппетитного мотыля для рыбалки. Все для крупной морской плотвы сегодня у нас. А может быть леща.
Кто знает, что это за рыбу такую большую здесь на дне показывает. Лещ тут запросто может быть, по крайней мере, раньше давно. Сейчас не знаю, почему на него перестали люди охотиться. Вот, раньше, когда было еще советское время, давно мне рассказывали деды, рыбаки, что на леща достаточно часто ездили в эти места, вот где Берть, Бердский залив, Обское море. Потом почему-то народ эту рыбу стал зимой не признавать. Хотя, как по мне, зря. Вот, в общем, на оба крючка я поставил мотылей. Пучки не супер большие, по 3 получается мотыля. Но народ, не стал признавать леща. Ну и ладно, мы же с вами, друзья, будем признавать его, правда же? Если он будет клевать. Я даже скажу, что мы будем в восторге от этого. Посмотрим, как сложится рыбалка. Да, правда, интересно. Будет ли вообще по темну ловиться? Потому что у меня была информация, что начинает ловиться после 11 утра якобы. Хотя, честно говоря, я думаю, что с утра, да и по темну еще, она должна клевать. Ну, я имею в виду плотва. Ну что, как говорится, ловись, рыбка большая, только большая, да? Так, ну что у нас тут с течением? Маленько есть слабый потяг, но он все-таки присутствует. Что, в принципе, должно быть в этом месте. Да, странно, пока поклевок нет. Но при этом, смотрите, по дну-то какие рыбы ходят. Поднимаются. Вот, причем вот это был подъем со дна, это явно она что-то ест. На прикорм, видимо, реагирует. Видите, я опять опустилась на дно. Рыбы много, причем крупной. Пробовал на игру, но на игру по темноте ловить это такое дело, мягко говоря, гиблое. Здесь, скорее всего, надо на стоячку разлавливать рыбу. Да, интересно, ребята. Ходит крупняк. Это прям очень интересно и заманчиво. Кто же это? Плотва, лещ. А может быть, ясь, которая тут тоже есть. А вот она, ребята, и первая поклевка. И что самое удивительное, в этот момент выхолот рыбу не показывает. А поклевка есть. Так. Интересно, на крючок или на мормышку? Первая рыба. Кто же там? Кто же? Кто же это? Даже немножко сопротивляется, кто-то бьется, но мне кажется, что-то небольшое. Хотя когда с глубины... Ах ты, нет, смотрите, хорошая. Вот то, что я говорю, когда с глубины вытаскиваешь, непонятно. Блин. Холод в эти моменты, конечно, надо убирать. По-моему, плотва. Да. Ух ты. На крючок взяла. Вот так вот. Хорошая. Ну, друзья, в этом-то, собственно, и суть вот этой снасти тандем. Потому что не всегда рыба берет на мормышку, она бывает ее пугается. Из-за того, что она имеет вес, да, особенно осторожная рыба. А крючок вот этот, который сверху, она его, как правило, не чувствует. Вот, и берет прекрасно. Вот. Ну и стоит сказать, что у меня здесь стояло 2 мотылька. Если у меня на мормышке стоит пучок достаточно большой, вот сюда я поставил 2 небольших мотылей. Вполне возможно, что сегодня рыба будет капризничать, но знак уже хороший. Поймали первую почти на рассвете, хотя еще до конца не рассвело. По темноте поклевок, да, по темноте их не было. А кто-то вон бурится. Я же говорю, святое место пусто не бывает. Хотя, как кажется, мне лучше рыбу искать свою. Я как-то этому принципу больше придерживаюсь. Вернее, этого принципа. Гораздо приятнее найти свою рыбу. Но искать надо на местах, скажем так, не сильно буренных. Потому что я вот здесь сегодня сел. Здесь вообще чистая поляна была, только вот выше меня метрах в 50 была одна палатка. Ну вот, результат, пожалуйста. Клевало-то на стоячку. Ну, кстати, часть из новоприбывших рыбаков прям на русле встает. Вот там вот. Но это, скорее всего, судачатники. По плотве, по лещу там вряд ли что-то будет. Там течение очень сильное, даже если будет, рыбачить будет невозможно. Только на комбайны. А вот судака-то вот там половить вполне можно. Я тоже на всякий случай с собой взял блеснилку сегодня.
Кто его знает, куда рыбалка повернет, знаете, всяко бывает. Хотя нет, он палатку разворачивает. Если палатка, то это вряд ли на судака. Ну, в общем, посмотрим. За рыбаками тоже будем наблюдать. Кто-то с поверхности на дно начал опускаться, видите, да? Сейчас была поклевочка на игру. На стоячку мимо начал играть, и так кто-то слегка кивок поддавил. Опа, на игру. А, на игру клюнула. Да, ну такая рыбалка пока получается. С просмотром в эхолот, блин. Который надо сразу вытаскивать, чтобы не мешало. Интересно. Вот сейчас, знаете, поймал на мормыш. На мотыля вообще 0 эмоций. А на мормыш клюнула. На игру такую плавную. Тихо, стой. Леска хорошая, у меня стоит 0,1. Не должна оторвать. Да, и эхолот продолжает. Прям крупняк ходит. О, это крупняк. Ух ты, ни хрена себе. Вот это крупняк, друзья мои. Это плотва, не знаю, грамм 400, наверное, не меньше. Охренеть, вот это лапать. И на мормышку на этот раз. Вот, друзья мои, мормыш выручает. Я его немножко и в лунку тоже подсыпаю. Я так заметил, что вроде бы как даже его это и не сносит течением. Но какое-то такое не сильное, донное, поэтому, скорее всего, до дна доходит. Вот и на вот этого прекрасного мормыша удалось выловить такую тетю. Что касается насаживания этой живности, тут есть некоторый нюанс. Потому что он держится на крючке не очень, его надо вот так вот через спинку подцеплять. Вот, по 2 штуки я цепляю. Вот и все. Ну вот это вот ловится. Ну и мормышка тоже, смотрите, какая черная капля у меня сегодня. Да, и вообще, знаете, хочется еще сказать, что вот сейчас снег начинается. Сегодня вообще я не просто так поехал на плотву, потому что обещали метель. Вот, а это тетя, блин, особенно крупная, любит такую непогоду, когда метель, ветер. Так что все шансы есть сегодня наловить прям много-много. Хотя, знаете, я уже вот всего поймал 2, ну какого размера, уже действительно удовольствие получено. Хотя времени прошло немало, но оно того стоит. А мормыш, на самом деле, он частенько выручает именно вот по крупной рыбе. Его любит крупничок. По каким причинам? Ну, я думаю, что потому что он для рыбы, по крайней мере, в таких местах, типа вот больших рек, типа водохранилищ, он для рыбы, ну, более привычной является насадкой, наживкой. Поэтому она его, наверное, лучше, чем мотыля ест крупная рыба. Да, интересный, слушайте, получается, уже денек. Уже все прям очень интересно. Но на стоячку поклевок нет, вот только одна, вот первая рыба взялась. Были еще поклевки, еще 2 было, которые я не заснял, не зафиксировал. Они были тоже вот на игру, вот на такую. Вот видите, как я играю. Просто потихоньку покачиваешь кивком. И на это рыба реагирует. А еще она, кстати, реагирует, когда кто-то вот так возле палатки проходит. Тоже интересный момент. Почему так происходит? Ну так происходит. Вот. На опускание. Вот так вот, друзья. На мормыш. Ух ты, какое давление. Блин, знаете, на мормыш-то может все что угодно взять. Я уже говорил, что тут есть лещ, есть ясь. Плотва может тоже конская быть. Может, сегодня мы рекорд с вами поставим. У меня рекорд по плотве почти на 900 грамм. Здесь вполне можно его побить. Тихо. Ух ты, какая. Одуреть. О, она полностью мормышку взяла. Вот посмотрите на нее. Офигенная плотва вообще. У нас ее, кстати, в Сибири называют сорогой.
Так, а на улице вот начинается то, про что я говорил. Метель, снежок. Снежок, надеюсь, будет предвестником шикарного клёва. По крайней мере, замечено, что плотва любит такую погоду. А мужики на русле-то продолжают что-то искать. Никто оттуда не уходит. Вот это похоже на судочатников. Вряд ли это на плотву. Ну да, блеснят. Пока не видел, чтобы что-то поймали. Но пытаются это сделать. Да, на сегодняшний день говорит в очередной раз о том, что нужно брать с собой разные насадки. Мормыша я вообще в последний момент купил. Не сильно я на него ставил, но вот смотрите, 2 рыбы на него взяло. Ну, кстати, его, когда подсыпаешь, лучше вот маленько вот так вот пальцами поддавливать, чтобы чуть-чуть его умерщвлять. Иначе он разбегается вот так вот по всему периметру. И это не есть хорошо. Маленько поддавили его, и он падает на дно. И лучше рыбу привлекает. Ну, вернее, не лучше, а просто привлекает ее конкретно в точке, в которой вы ловите. Опа. Неужели на стоячку? Ну, практически на стоячку, да? Я пальцем маленько поигрываю. Так, кто-то у дна у нас. Кто-то у дна. Ай-яй-яй, мимо. Это может быть уже лещ. Или ясь. Или плотва опять. Огромная, конячая. Да что ты будешь делать? Мне кажется, это одна и та же рыба. 2 поклевки к ряду. Давай, Бог любит троицу. Сейчас поймаю. Сейчас я ее возьму. Главное, чтобы мормыша она не съела. У меня там 2 крючка стоит, да? С одного, может, и съела, со второго нет. Вот так вот. На игру мы ее добили. Может, там уже ничего и нету. Может, там пустая мормышка. Но она взяла. Да, слушайте. Ой-ой-ой, как давит-то. Что-то прям капитальное. Удивительно, да? По темну ничего не клевало, хотя рыбу показывала в эхолот. Как расцвело, поперло. А может, и не удивительно. Вон. Ходит лед еще тонкий, даже видно, как она подо льдом плавает. На крючок, да, это на крючочек. Не такая большая, как те тетеньки, но тоже приятная дама. Есть очень такое хорошее выражение, повторение мать учения. Так вот, друзья мои, показываю еще раз, как насаживать мормыша. Вот, смотрите внимательно, через спинку. Вот, по-другому не работает. Неважно, сколько вы цепляете, 1, 2, 3, 10. Важно делать именно так. Как говорится, делай как я и лови рыбу. Вот. Конечно, эта насадка не из тех, которые держатся на крючке очень долго, но по крупной рыбе очень эффективно получается все это дело. Вот сейчас сыпухой надо поаккуратнее кормить, как мне кажется. Я попробую закормлюсь в дно кормушкой, живностью. Маленько мормыша вот так подсыпем. И мотыля. Ух ты, какой ветер-то начал дуть. Ну, стоило его ждать. Вот, в общем, сыпухой, да, надо осторожно, чтобы рыбу не закормить. Что я сегодня уже около, 6, наверное, кормушек опустил в дно. А сейчас надо мясо. По крайней мере, у меня такая чуйка, что надо делать именно так. На мясо рыба должна собраться. Конечно, сверху подсыпать это все хорошо, это важно делать, этот эффект дождика. То, что опускается на дно, оно, как правило, надольше рыбу удерживает.
Ну и, кстати, можно заметить тоже. По снасти у меня 0,10 леска, я уже говорил, стоит. Кивок длинный, как для такой рыбалки, когда нужна вот эта плавная, аккуратная проводка на плотву, на леща. Очень важно, конечно, использовать такие кивки. Лучше на них и играть лучше, и поклевку, собственно, тоже видно намного лучше. Опа! Смотрите, опять на очень плавную игру. Сегодня, что называется, не день стоячки. Вообще никак на стояк не хочет. Только либо опускание, либо плавный подъем. Причем сейчас я немножко другую снасть поставил. Сейчас вытащу, покажу, на что я ловлю. Так, знаете, идет-то тяжело. Мелких сегодня нету рыб. Если что-то и попадается, то хорошее. О! А это новый вид на сегодня. Да какой? Да какой добряк. Смотрите, какой подлещик. Вот, а пойман он получается. Тихо, стой, не надо тут выдавать. Грузик с крючком у меня снасть, я уже про него много раз рассказывал. То есть кивок, да, ставится не на поплавок это все дело. То есть кивок получается, крючок, где-то поводок сантиметров 20 примерно и выше, грузик. Вот на вот это вот он взялся. Ну а клюнул вот на что. Бутерброд получается. Один мотыль и один мормыш небольшой. Да, эксперименты, что называется, продолжаются. На мормышку с крючком поклевок не было. Эту снасть опустил. Но это я не снимал, поймал одну плотвичку. Такую грамм на 150. Меньше всех сегодняшних. И после нее сразу же подлещик. Но еще может быть, да, действительно, вот этот закорм мясом с мормышем в дно тоже сработал. Хотя прошло времени уже около часу, стоит заметить. Рыба сегодня пока, по крайней мере, не активна. Но погода меняется. Сейчас, если метель хорошая будет сыпать, то я думаю, что проклюнется. Да, если мы ловим на грузик с крючком, это тоже не говорит о том, что играть не надо. Последний подлещик взялся на игру. На очень-очень аккуратную. Вот так вот я вообще поднимал. Даже практически не играл, а просто плавно приподнимал от дна грузик с крючком. И он потихонечку загнул кивок. Чуть-чуть выше дна это было. Неужели на стоячку кто-то очнулся? Слегка приподнял кивок сейчас. Да ну, даже не верится в это. Опа, есть. Видели, да, какая поклевка? Просто дико аккуратно. На миллиметр, наверное, приподнимала кивок. Возможно, эту поклевку будет и не видно, не исключаю. Но она была. Да, капризная рыба. О, ребята, да вы посмотрите, кто это. До какого размера? Это ёрш, царь рыба. Я опять поставил, короче, тандем с крючком и мормышкой. Да какой там, слушайте, ну правда. Это того стоило, да? Прям такой грамм на 100, мне кажется. Это королевский ёрш. Да, пришлось мне, в общем, переместиться. Тут даже дело не в том, что не клевало. Поклевки есть, осторожные, вялые, но они были. Дело в том, что из-за того, что я очень сильно вычистил лунку, вычистил снег в месте, где рыбачил, то есть прям до голого льда все дело дошло. Из-за того, что у меня свечки и тепло, в общем, натаяло так, что сидеть вообще стало невозможно, воды по колено. Вот. Ну, я решил этим воспользоваться, пробурился прям в русле, короче, на глубине 8 метров. Сразу же в эхолот показало прям огромное количество разной рыбы, от дна и выше, и рыба крупная ходит, рыбы много. Вот. Одной кормушкой закормил, сыпуха, мотыль и мормыш, одной. Вот. Сейчас, ну, если будет рыба здесь ловиться, буду, конечно, по чуть-чуть подкармливать. Вот, но вообще буду это делать прям крайне осторожно, потому что сегодня, мягко говоря, клев не активный, но рыба при этом хорошая, крупная есть.
Опа. А вот и поклевка в новом месте. Да хорошая какая. Да, слушайте, неожиданно так. Сразу взяла. Вот вам, друзья мои, новое место. Кстати, на мотыля я на оба крючка поставил пучки. Так что, возможно, сегодня не в мормыше дело. Может быть, и правда, есть смысл перемещаться побольше. Опа. Сорожечка. Так в Сибири у нас ее называют. Вот смотрите, покоцанная. То ли кто-то из хищников ее поел, то ли просто жизнью потрепала. Непонятно. Вот это да. Вот это мы сели, походу. Слушайте, что-то очень хорошее. Сразу прям с 8 метров тяжесть. Интрига. Кто у нас там? Что-то крупное, друзья мои. Мне кажется, это трофейная плотва. По-любому это она. Хорошо, что у меня бур на 130. Многие, я смотрю, сотками бегают. Нет, я вот не люблю сотку. 130 самая тема. Ух ты, ни хрена себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая большая. Охренеть. Ну, посмотрите, какая плотва. Просто шикарнейшая. Такая грамм 250, а то и 300 может даже быть. Вообще. И, кстати, вот это на мормышку взяла. Прошлое на крючок. Да, знаете, все, что не делается, все делается к лучшему. Вот не переместились бы, неизвестно бы, что бы там у нас дальше было. Клевало бы, не клевало. Здесь две подряд сегодня такого еще не было. Вот. Я, честно говоря, не очень верил в перемещение, но я решил сделать не как все, потому что все перемещаются по одной линии на 7, на 6,5 метрах, а я решил прям в середину русла, блин, забурить. Сегодня, может быть, из-за вот этой погоды, из-за снега, всю рыбу сюда и выдавило. И, может, мы сейчас тут как кайфанем. Ну, по крайней мере, это уже очень хороший знак. Две поклевки сразу и хорошая плотва. Еще из удивительного, да, здесь настоячку берет. Там, где мы сидели, только на такую вялую игру были поклевки, а здесь настояк. Ну, может, это, конечно, совпадение. Может, сейчас, если попробовать рыбу на игру разманить, она будет брать. Хотя, честно говоря, я думаю, что это не совпадение. Думаю, тут дело вместе. Здесь она более пассивна на яме, на самой, скажем так, в самом русле. Здесь ее надо как раз таки настоячку разлавливать. Может быть, даже на поплавок будет лучше. Ох, какая же поклевка-то манящая такая и длительная. Очень долго она клевала. Мне кажется, это плотва. Хотя странно, да, по идее в русле-то лещ должен стоять. Какие-то силуэты крупные же показывает эхолот. Сегодня день плотвы. День плотвинный сегодня, друзья мои. Да, это она. Ага. Тут еще ясь может, конечно, взяться. Эх, вся как на подбор, а. Чудесная. Вот опять на верхний крючок она взяла. Так что работает наш тандем. Прекрасно работает. И тандем наш работает, и покатывание лески по дну тоже работает. Тоже заметил такой момент. Вот долго, если стоит, поклевки нету. Сантиметров 15 лесочки отмотал. Прокатил по дну, поставил удочку. Тут же поклевка. В принципе, вот сейчас как раз ровно это же и произошло.
Странно только, что на крючок с грузом мы не разловили эту капризную плотву. Вот видите, тандем выручает. Может, даже он в этих условиях и лучше получается, чем крючок с грузом. Вот это было хорошо, друзья мои. Уверенная поклевка. И очередная рыба у нас на крючке. Либо на мормышке, сейчас узнаем. И что-то мне пока кажется, что все-таки лучше она берет на крючок, чем на мормышку. Так, кто у нас? Вот тут вариантов-то немного на самом деле, да? Кто может быть? Но это место может удивить. А по-моему, плотва хорошая. Да? Тихо, 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 тихо. Хорошо, что леска у меня прочная, 0,1. О, какая. Ну, селедочка же, да? Селедочка. И прикормку она ест. Вот так вот. Красотка. И на этот раз она взяла на мормышку, не на крючок. Все-таки понравился большой пучок мотыля. Там у меня штук 6 стоял, наверное. Прям такой мощняцкий лещевый пучок. Вот плотва на него тоже прекрасно реагирует. Ну давай, давай, родная, на опускание. Ты же любишь такую проводку. Вот, 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 вот. Ну. Опа, есть. А рыба есть. Сейчас на самом деле под вечер, конечно, может прям хорошо все быть. Поперло прям. Но сегодня вот как-то вот слезы какие-то кошачьи весь день. Раз в час по поклевке. Вот новое место еще, да? Может быть, дело в новом месте, а не совсем в вечере, да? Смотрите, какие добрые плотвицы, а? Плотвица императрица. Серебро первого льда и серебро декабря. Красотка. И опять на мормышку, кстати, стоит заметить. Ну что, друзья рыболовы, граждане сочувствующие и товарищи наблюдающие, будем мы сегодняшний день завершать. Я считаю, получилось все просто вот. Но не спешите выключать этот ролик. Сейчас вам покажу самую прелесть сегодняшнего дня. Вот она, друзья мои, самая прелесть сегодняшнего дня. Посмотрите, улов-то какой. Вроде бы-то особо-то и не ловилось. А наловил? Наловил же, правда? Смотрите, какие плотвицы. Вот моя ладонь, больше ладони, одуреть. Ну это явно за 200 грамм, я думаю, что это грамм по 300 вот эти вот. Вот эти точно будут такие. Вот они какие красотки у нас. Но самое-то главное, это вот эта красота, правда же? Царь рыба. Рыба-ежик. Какой лупоглаз. Слушайте, ну мне кажется, уха будет зачетная у нас. Да я вообще думаю, тут можно и не только уху сделать, можно и нажарить. Во, просто, я этому дню ставлю прям даже не 5, а 5 с плюсом. Я очень сильно хотел по первому льду половить плотву в этом году. Не срасталось, все прошлые рыбалки были чисто по подлещику. Но наконец-то это получилось, это удалось. И слушайте, я сюда еще в этом году поезжу. Может быть, даже в следующий раз поеду сюда. Только уже маленько по-другому что-то буду делать, естественно. Вот, посмотрим, в общем, какие будут следующие рыбалки. Если у кого-то есть вести с водоемов, не скупитесь, напишите нам либо в группе ВКонтакте, она так и называется, рыбачим иначе, либо в комментариях. Вот, возможно, мы ваше место тоже проверим, порыбачим, поснимаем там контент. Ребят, трудовая рыбалка сегодня была, но тем не менее, счастье поймано, счастье есть. Отдохнуло просто шикарно, в палатке было тепло, несмотря на то, что на улице вообще творилось безумие, метель, ветер. Рыбаки особо не ловили, вот я сегодня по разговорам понял, что, ну, я не знаю, лучше всех я поймал или нет, по крайней мере, из разговорчивых людей, которые рыбачили, ну, поймал точно лучше всех, потому что многие вообще ушли с нулем. Ну, и еще то, что я сегодня понял, когда я переместился во второй половине дня в русле клевало поактивнее. Так что, если кто-то сюда поедет, имейте в виду, ищите 7,5-8 метров, прям в середине, самая рыбалка. Но я вам всем, друзья мои, желаю не хвоста ничьи, наслаждайтесь процессом,
поклевок, рыбной ловли и тому подобному. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрите.